Однажды, рано утром, Андрей гулял в лесу возле своей хижины. Внезапно он остановился. В округе раздался пронзительный вой. Он поставил походное снаряжение и медленно подошел ближе, чтобы заглянуть в подлесок. На поляне он столкнулся с огромным лесным волком. Его ноги, казалось, попали в ловушку, и он пытался освободиться. Но потом зверь сдался и снова лег. Волк выглядел усталым, словно потерял всякую надежду. Андрей был потрясен. Он хотел помочь животному, но, подойдя ближе, он испугался и попытался натянуть цепи. Волк зарычал, и его волосы встали дыбом, но больше от страха, чем от реального гнева. Андрей попятился, не желая навредить себе, но тут он заметил то, чего никак не ожидал. Волк явно был самкой, ее соски были полны молока. Это означало, что где-то должны быть младенцы, с нетерпением ожидающие свою мать, если они еще живы. Кормящиеся щенки не могут прожить долго без своей матери. Если Андрей хотел воссоединить щенков с их матерью, ему нужно было действовать быстро. Но он не мог приблизиться к животному, не опасаясь, что волк причинит ему боль. Потому что дикое животное было непредсказуемо в такой стрессовой ситуации. Волчица почти умирала. Похоже, она потеряла много крови из-за травмы ноги. Если ее оставить в покое, это будет верная смерть. Андрей не хотел, чтобы это зашло так далеко. После всего, что он уже испытал в своей жизни, он стал человеком, который никогда не сдается. Он также не был готов отказаться от этой умирающей волчицы. Он знал, что каждая потерянная секунда может означать, что ни эта волчица, ни один из ее детенышей не выживут. Он должен действовать сейчас. Не зная, как вытащить волчью ногу из капкана, Андрей набрался храбрости. Он нежно коснулся ее лапы. К его удивлению, она не ответила. Она уже теряла сознание. Он осторожно держал голову волка одной рукой, другой он нажал кнопку на ловушке, но она не открылась. Капкан был согнут. Скорее всего, это произошло, когда волк пытался убежать. У Андрея не было времени думать. Он схватил камень и ударил кнопку открытия ловушки. Он бил по ней, пока она не открылась. Потом он изо всех сил поднял волчицу на плечо и потащил к себе в хижину. Это было всего в нескольких сотнях метров, но это все равно заняло у него почти час. Он положил волчицу у камина. Она была полностью переохлаждена. Когда волк согрелся, мужчина смог увидеть раны, которые он очистил и обработал. Андрей получал медицинское образование и точно знал, что делать. Ее нога была повреждена, но, к счастью, не сломана. Если бы он ждал дольше, она бы точно лишилась ноги. Теперь он только надеялся, что сможет спасти ее жизнь. Она потихоньку начала подавать признаки жизни. Когда она снова зарычала на него, он понял, что с ней все будет в порядке. Она нуждалась в нем, чтобы выжить, но не хотела, чтобы он подходил к ней слишком близко. Андрей решил вывести ее из дома на крыльцо. После того, как он позаботился о волчице, и она почувствовала себя лучше, он отправился на поиски щенят. Но где же Андрей мог вообще найти логово с волчатами? Детеныши не могли быть слишком далеко, потому что волчица не уходит далеко от своего логова. Из-за его прошлого в канадских вооруженных силах у него было много знаний о выживании. Ему придется использовать все свои навыки, чтобы спасти младенцев. Он обыскал местность в поисках подсказок и нашел то, что искал. Единственная проблема теперь заключалась в том, чтобы вытащить волчат. Их научили оставаться в логове, пока они не услышат свою мать, даже если это может означать их смерть. Андрей был полон решимости сделать все возможное. Он пытался выть как волк, но ничего не происходило. Мужчина начал думать, не опасно ли залазить в нору, как вдруг вышел маленький крохотный волчонок. Он выл от голода.
Вероятно, это была одна из главных причин, по которой он рискнул выйти наружу, не услышав голос своей матери. После того, как появился первый щенок, вскоре последовали и остальные. Андрей аккуратно сложил их в сумку. Но он должен был проверить, нет ли в логове других детенышей. Засунуть голову в волчью нору — плохая идея. Но мысль о том, что он мог оставить там кого-то, была неприемлемой. Он должен был убедиться. Андрей лег на живот и заполз внутрь. К счастью, нора оказалась не такой глубокой, как он себе представлял. Мужчина все осмотрел, но других щенят не было видно. Он покинул это место с чистой совестью, зная, что там никого не осталось. Он схватил мешок с щенками и вернулся к их матери. Волчица, скорее всего, услышала их тихое хныканье, когда он приблизился, потому что она начала плакать. Он осторожно вытащил щенят и подпустил их к матери. Андрей надеялся, что его запах на щенках не заставит мать отказаться от них. Малыши узнали свою мать и сразу побежали к ней. Они обнюхали ее, и Андрей на мгновение затаил дыхание. Узнает ли она их? Раненая волчица расчувствовалась и начала лизать своих детенышей. Она легла, и вскоре щенки радостно стали пить молоко. Андрей принес несколько кусков мяса и бросал ей по кусочкам. Она могла не доверять ему, но с радостью принимала пищу, которую он ей давал. У нее не было другого выбора. Андрею приходилось выходить каждый день за рыбой или мясом для волков. Он оставлял свою дверь открытой, чтобы волчата могли зайти погреться. Но он не ожидал, что они пригласят в гости друзей. Но именно это и произошло. Когда Андрей однажды вернулся, он испытал сильное потрясение. В его дворе была целая стая волков. Видимо, семья искала волчицу и ее детенышей. На мгновение Андрей застыл в страхе. Щенки прибежали к нему и были так счастливы видеть своего друга. Но большие волки повернулись, зарычали и встали, подняв шерсть. Похоже, они были готовы к атаке. Внезапно один из волков громко завыл. Это была волчица, которой помог Андрей. Как только она опустила голову, все остальные волки легли и казались совершенно расслабленными. Тем не менее, Андрей не недооценивал опасность волчьей стаи. Он быстро вошел в свою хижину и запер за собой дверь. Через несколько дней Андрей увидел, что волчица становится все лучше и лучше. А еще через несколько дней, однажды утром, она зарычала на своих щенков, и они встали и последовали за ней. Андрей понимал, что они уйдут навсегда. Он никогда больше не видел ни стаю, ни волчицу, ни ее детенышей. Но он знал, что 4 маленьких волчонка и волчица обязаны ему жизнью. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.